Дорогие белорусы, в последнее время спецслужбами режима Лукашенко и Путина была инспирирована, а бывшими сотрудниками нашей организации исполнена в отношении Байпол информационная операция по дискредитации и уничтожению организации и выведению ее из политической борьбы. Основными аргументами со стороны врагов стали обвинения в совершении финансовых хищений и незаконном увольнении части сотрудников. И теперь, когда нами успешно пройден аудит, который подтвердил всю абсурдность обвинений в адрес Байпол и лично Александра Азарова, а также на основании проведенного внутреннего расследования и инвентаризации имущества организации, мы предоставляем вам доказательства и рассказываем, как все происходило, а в этом ролике с чего все началось. Итак, начнем. В ходе рутинной работы с кадровыми документами организации подозрительными показались медицинские справки, предоставленные Жигарем и Купрейчиком для заключения трудового договора. В личном деле работника они были помещены вместе с другими документами, в том числе написанные ими собственноручно, и в глаза бросилась схожесть почерка на тех и других. Возникло подозрение о нечистоплотности данных сотрудников. Началась негласная проверка подлинности этих справок, в ходе которой выяснилось, что подозрения были более чем обоснованными. Почему эти справки являются поддельными? Давайте разбираться вместе. Прежде всего, мы тщательно сверили почерки по всем правилам почерковедческой экспертизы и выяснили, что они заполнены самими фигурантами Купрейчиком и Жигарем, то есть люди, которые заявляют всем вокруг о том, что ведут борьбу с беззаконием в Беларуси, приехали в Польшу и сами совершают такие поступки в стране, давшей им убежище, и считают это нормальным? Как такое возможно? Можем ли мы им доверять? Данная информация заставила нас задуматься. Говорят ли они правду или занимаются популизмом и зарабатывают себе политические очки на случай победы демократии в Беларуси? То они по своей сути. Таким образом, если Жигарь и Купрейчик устроились на работу в Байпол по поддельным документам, законно ли они работали в Байпол, могли ли они представлять организацию по восстановлению закона и правопорядка? Ответ для нас был очевиден. Конечно же нет. Принятие их на работу в нашу организацию является ничтожным. Как могут такие люди иметь право требовать от нас и получать секретные финансовые документы организации, от которых зависит судьба многих белорусов и работников Байпол? Ответ очевиден. Никак. Дальше больше. Чтобы окончательно убедиться в нашей правоте, мы продолжили проверку. Обратите внимание на фамилию врача. В Польше существует открытый реестр врачей, и каждый желающий может проверить информацию, работает врачом определенный человек или нет. Заходим на сайт данного реестра, вводим имя врача. И какой результат? Такого врача не существует. Также проверяем адрес организации, выдавшей справку. Мы видим, что и с адресом не все в порядке. А если позвонить в данную организацию, что мы, кстати, и сделали, то оказывается, что она вообще не занимается медициной труда и такие справки не выдает. Интересно получается, правда? Кроме того, как оказалось, подобного рода справку Купрейчик предоставил и в Алиорбанк для получения кредита на покупку дома под Варшавой. А это еще более серьезный проступок. Но право давать юридическую оценку оставим за польским государством. А мы пока оцениваем моральную сторону данного аспекта. Аналогичная ситуация и со справкой Жигарем. Хоть она и выдана якобы другим медицинским учреждениям. Проверяем врача. И снова такого врача не существует. Обратите внимание, где расположена организация. В Кракове. То есть Жигарь не нашел в Варшаве ни одного медицинского учреждения для прохождения медосмотра. И ему нужно было ехать в Краков, дорога до которого занимает около 4 часов автомобильным транспортом. Но это уже частности. Возникает вопрос. Сами они сделали эти справки
или воспользовались помощью профессиональных преступников. Пусть ответ на него дают правоохранительные органы Польши, как и оценку действиям данных субъектов. Материалы данного расследования и документы нами переданы в полицию Варшавы для дачи правовой оценки. А мы ставим перед собой задачу говорить только правду о белорусах, невзирая на политические взгляды, которые не могут быть монополией на неприкосновенность. И предвидя многие вопросы, хотим вам предложить ответить для себя, что вредит нашему сообществу больше. Совершение таких проступков или их изобличение. Только представьте, что случилось бы, если бы режим выявил и предоставил все эти факты на суд общественности. А вы, друзья, решайте сами, доверяете ли вы таким субъектам. Были ли они достойны продолжить работу в Байпол? Мы для себя решили, ни один белорус от действий таких жигарей и купрейчиков пострадать не должен. Рядом с нами таких быть не должно. Подписывайтесь на YouTube-канал. Мы будем продолжать раскрывать преступления режима Лукашенко и всех тех, кто на него работает. Живе Беларусь! Разом до перемоги!